Я вас приветствую. Предлагаю сшить вот такую вот забавную косметичку в виде кошачьей мордочки. Она идет одного размера. Здесь я использовала для материала верха таслан. Можно брать более плотный Оксфорд. В принципе, любая плотная плащевка или какие-то остатки плащевки подойдут. В глазки я поставила кант. Значит, для отделки использовала контрастную плащевку. Для отделки использовала дюспа. В косметичке есть передний кармашек. Так. И основное отделение. Ну, такое среднего размера. Значит, деталировка у нее следующая. Бачок сумки, 2 детали, донышко, 1 деталь, верхняя, передняя, боковая часть, 2 детали, верхняя, передняя часть, 2 детали, верхняя, передняя, средняя часть, 1 деталь, внутренняя часть, подкладка, подкладка кармана большая, 1 деталь, подкладка кармана из подкладки, ушко, 2 детали верха и 2 детали подкладки. Внутренняя часть, это сама подкладка, 1 деталь, задняя часть, 1 деталь и нижняя передняя часть, 1 деталь. Возвращаемся к хаосу деталей. Вот наша с вами верхняя часть мордочки. Я уже заготовила кант из плащевки сама. Единственный нюанс: у меня не было ненужного цвета шляпной резинки посветлее. У меня она такая темно-синяя, соответственно, на выходе кант, ну из-за того, что у нас темная внутренняя часть, он такой не прям ярко-желтый, да, но что имеем. Значит, смотрите, я хотела вот так вот здесь вот по глазику, здесь и здесь пустить кантик. Сейчас беру, нарезаю пока что вот так вот с запасом этот кант. 1, 2, 3, 4. Да? Значит, первое, что нужно сделать: на нашу с вами детальку вот так вот кант настрочить. Вот так вот 1, да, 2. Настрочили, закрепили на деталь булавочкой, вытащили шляпную резинку и подрезали, чтобы она у нас здесь вот покороче была, чем наша с вами, грубо говоря, деталька, чтобы у нас вот здесь вот уже вот пусто было. То есть сейчас настрачиваем вот так вот кантик на глазик, на 1 и на 2. Также используем нашу с вами лапку, вот такую вот лапочку для потайной молнии. Вот видите, с обратной стороны у нас 2 желобочка. Здесь отверстие, значит, игла. Вот сейчас, когда я собирала, делала кант, у меня игла стояла на 4, потому что вот эта шляпная резинка достаточно толстая. Если ставить в центральном положении на 3, то она в эту шляпную резинку врезалась. Чтобы чуть-чуть отходила, грубо говоря, чтобы здесь какая-то свобода была, на 4 поставила, она замечательно прошила вот так вот рядышком со шляпной резинкой. Можно в кант вставлять не только шляпную резинку, но и какой-нибудь готовый шнурок. Можно мулине в несколько сложений скрутить. Как бы тут уже исходить из того, что у вас имеется, что вы хотите. Значит, сейчас с помощью этой лапки также настрачиваю кант на центральной части глазок и собираем верхнюю часть мордочки. Глазки красивущие заготовили. Здесь сначала настрачивала короткую часть, вытягивала вот эту вот шляпную резинку посерединке, чтобы здесь вот это вот место было уже пустое, чтобы не было толщины. Потом настрачивала 2 часть, тоже вытягивала. Вот здесь вот получается уже вот плащевочка пустая, без кантиков. Здесь аналогично. Так, вот наши с вами глазки. Так, теперь берем остальные части. Значит, стачиваем сначала бачочек, складываем лицом к лицу, вот по этому срезу равняем, стачиваем, да?
Потом вот так вот разворачиваем и уже вот по этому срезу стачиваем. Когда мы с вами детали вот так вот совмещаем лицом к лицу, здесь у меня есть усечение, здесь уголка нет. На вот этой детали мы с вами, когда совмещаем, в первую очередь ориентируемся на пересечение деталей на уровне, где у нас с вами проходит строчка. То есть не по краю детали, вот так вот, да, грубо говоря, вот складываем, а так, чтобы они у нас пересекались, совпадали на уровне шва. То есть у меня здесь сантиметровый припуск, то есть на расстоянии сантиметра от среза они должны совпадать. Так, дубль 2. В общем, пожалуйста, будьте осторожны, да, и сначала складывайте бумажное или кальций, проверяйте росеточки. Я 2 раза уже складывала, в общем, немножко пришлось переделать. Вот смотрите, боковую часть притачала, да, получается у нас сейчас вот этот вот срез теперь один, да, и его также вот так вот лицом к лицу сложила. Вот они наши уголки, вот они на вылет совпали. Здесь также прокладываю строчку. Значит, и такой нюанс. Все, что у нас с вами с кантами, вот я как сделала кант с помощью лапки для потайной молнии. Сейчас пока вот эти вот срезы, глазки стачиваю аналогично с этой лапкой. Как только закончу с кантами, эту лапку сниму, поставлю обычную. Вот этот вот нюанс нужно тоже учесть. Верхняя часть готова, ее пока откладываем. Мы с вами нижнюю часть настрачиваем на утеплитель. Нашла 80-очку. Отстрочу вот так вот носик, и вот здесь вот, грубо говоря, как у нас к мордочке идет вот это вот разделение. Так, и, значит, верхняя часть мордашка. У нас есть деталь с вами подкладочки от верхней части. Я ее уже настрочила на утеплитель. На цвет ниток не смотрим, так как это все будет внутри спрятано, это будет не видно. Расправляем нашу с вами деталь. По периметру ее стоит наколоть. Да, по всем срезам выправить припуски. И что я делаю? Я вот так вот в строчку, вот здесь, вот здесь, вот здесь, в швы прокладываю строчку. Вот нижняя часть. Получается, вот здесь вот это вот отстрочила, пошла сверху до конца носика, до конца развернула. Здесь расстояние между строчечками около 1 мм. Потом сюда вывернула опять на носик. Сюда подложила пушистую часть от утеплителя. Получается такой вот носик немножко выпуклый. Значит, сейчас осталось здесь только подрезать остатки утеплителя. И можно сделать карман. Верхняя мордочка. Значит, первое, что сделала вот здесь. По вот этим срезам проложила строчки, сейчас подложила внутрь также пушистую часть утеплителя, закрываю вот эту часть, подложу, вот здесь проложу также строчку, подложу вот так с обеих сторон утеплитель, да, пушистую вот эту вот серединку именно, и также закреплю. Будут такие более пухлые участки. Так, дальше. Вот наша с вами нижняя часть, подкладка, которая ее повторяет. И вторая подкладка в тон верха, она у нас с вами будет видна, когда мы открываем кармашек. Берем нашу с вами молнию, которая у нас приготовлена по этому случаю. Значит, здесь молнию вот так вот складываем лицом к лицу с нашей нижней частью, да. Начинаем здесь, чтобы у нас с вами на расстоянии сантиметра начиналась собачка. На однорожковой лапке, либо в крайнем левом положении иглы притачиваем, настрачиваем нашу с вами молнию на нижнюю часть. После чего берем нашу с вами вот эту подкладку, лицом к лицу складываем. Так. И второй строчкой закрепляем, обтачиваем. Таким образом у нас с вами уже нижняя часть молнии будет закреплена. Это раз. После чего накладываем нижнюю переднюю часть на большую подкладку кармана и настрачиваем по периметру. Кармашек готов. Берем верхнюю переднюю часть, накладываем на нижнюю и стачиваем. Уши. Уши 4 детальки. У нас получается 2 детали у меня из Таслана, того же, что и сумочка, и 2 детали одного цвета с подкладкой и с кантом. Здесь можно
чуть-чуть подрезать. В принципе, можно припуск подрезать миллиметров до 3, чтобы он не сбурился у нас внутри, чтобы его не высекать уголками, как обычно при округлых таких вот срезах делают. И после чего мы с вами ухо вот так вот, здесь уголки вот так вот сложите сразу. Я близко не срезаю, потому что стежок крупный, чтобы у меня ничего не вылезло из строчки. Вот так уголки сложили. Вот оно, ухо вывернулось. Так. И теперь нам бы можно здесь проложить строчечку или сразу перегнуть по рассечке, которая у нас с вами есть на детали, и сразу вот так вот закрепить ушко. И ушко у нас с вами настрачивается наверх мордочки. Вот наша с вами мордочка, кармашек. Вот он получается внутри желтенький. Когда мы открываем, мы видим с вами такую же часть, такой же таслан, как у нас материал верха. С изнанки выглядит вот так. Все запаковано, закрыто. Так, уши. Вот мы его перегнули. Ух сюда встает. Мы ориентируемся. Вот у нас с вами шовчик вот здесь вот, да? Значит, на расстоянии сантиметра, где у нас с вами, грубо говоря, бровь начинается, мы вот сюда подставляем ухо и настрачиваем также по краю детали. Главное сделать оба уха симметрично. Получается вот такая штучка. На данный момент что мы имеем? У нас полностью собрана передняя часть косметички. Есть такой нюанс, так как у нас вот здесь вот стоят кантики, есть сложности с открыванием молнии из-за того, что здесь хоть и короткий край, грубо говоря, резиночки, да, припуск направляется вниз, и она вот здесь вот подкладочка заедает. Имеет смысл вот здесь вот в районе глазок закрепить припуски прям вот насквозь, где канты, наверх. Тогда меньше будет заедать молния. Ну, хотя, с другой стороны, если вы, допустим, ставите здесь либо просто однотонную цветную вставку, да, либо со сгибом контрастную плащевочку, возможно, этой проблемы не будет. И, в принципе, можно будет просто припуск весь направить наверх и вот по этому срезу отстрочить. Переднюю часть поставила на утеплитель, чтобы пышность небольшую придать здесь вот этим деталям, да, чтобы носик было видно. Я все остальные детали также поставлю на этот утеплитель, чтобы они были одинаковые, равноценные по толщине, чтобы не было перепадов с пухлой, грубо говоря, плотной детали на пустую. Можно заднюю часть немножечко простегать, сейчас нарисую. Боковую часть просто настрочу, значит, и донышко. Смотрите, донышко. Чтобы придать какую-то жесткость, достаточно нескольких слоев спанбонда, можно использовать изолон. Это надо исходить из того, что у вас есть в наличии. А в остальном у нас с вами получается готов внешний передний кармашек. Нам осталось заготовить донышко, боковые части и заднюю часть. Все это нужно настрочить на утеплитель и уплотнить донышко. После чего мы можем приступать к сборке всей остальной косметички. Итак, мы настрочили наши детали на необходимое количество утеплителя и уплотнителя. На задней части строчкой проложила контур хвостика, также добавлю его на деталях, и вы сможете повторить, если захотите. Так, сейчас подрезаем излишки утеплителя таким образом. И после того, как мы с вами подрежем все детальки, да, здесь обязательно, учитывая то, что здесь по несколько слоев настрочено, видите, да, по-разному выходит все, сравнить, сложить, грубо говоря, с бумажными лекалами, да,
Можно подрезать припуск для того, чтобы было удобнее. Значит, сложить, свериться и излишки все подрезать, чтобы у нас с вами вот эта вот деталь была без сильных искажений. То есть вот здесь вот боковые сравнить обязательно. Мы же здесь молнию втачивали, да, у нас могут немножко плясать припуски от втачивания, поэтому вот здесь вот обязательно сравниться. Видно, да? Здесь у меня вот вылезла, я подрезала по верху, а это подкладка. Здесь вот у меня есть несоответствие, нужно все это между собой выровнять. Боковушечки должны быть одинаковые. И переднюю часть аналогично сравниваем с задней частью. Они должны быть идентичные. То есть собранная с учетом кармашка передняя часть косметички по длине срезов у нас точно такая же, как задняя часть. Итак, мы с вами подрезали все детали. Теперь можем приступать к сборке. Значит, что мы с вами делаем? Донышко мы пока откладываем. Оно нам пока не нужно. Нам нужно собрать переднюю, заднюю часть вместе с боковыми частями. Так, в кольцо. Мы берем нашу с вами боковую часть, совмещаем с задней частью, лицом к лицу. Здесь складываем по боку, да, совмещаем, чтобы у нас на месте строчки среза совпадали. Прокладываем вот здесь вот стачивающую строчку на сантиметр. Берем вторую, аналогично складываем лицом к лицу. Значит, здесь мы берем все детали, равняем от низа. Если у нас вдруг есть деформация в крое, да, нам нужно сохранить вот этот вот периметр, который соответствует нашему с вами донышку, да, чтобы не было деформации. По верху легче будет скорректировать, подрезать подкладку. Нужно сохранить необходимые нам ширины по дну. Значит, здесь также складываем лицом к лицу боковую и заднюю часть. Получается у нас вот такая вот развернутая деталька, да. Не путаем направление вверх-вниз, да, то есть у нас с вами передняя и задняя часть более узким, скажем так, более узкой частью смотрит наверх. Также теперь складываем переднюю часть, совмещаем с боковыми. Здесь поправляем ушки, собачку на несколько сантиметров отводим от среза, чтобы у нас с вами ничего не заело. Значит, здесь обратите, пожалуйста, внимание. У нас с вами вот этот вот срез уже несколько раз. Здесь, во-первых, молния, подкладка кармана, карман, ушко, очень большое количество строчек, поэтому этот срез, он такой достаточно стянутый. Мы будем стачивать, если здесь нам было все равно, по какой детали стачивать, по боковой или по задней. Здесь стачиваем по передней детали, по которой уже проложено большое количество строчек, а нашу с вами боковую тоненькую детальку кладем снизу под зубчатую, вернее, на зубчатую рейку, чтобы ее, если что, припосадило. Здесь аналогично вот так вот уравниваем низ, расправляем деталь, да, уравниваем вверх, также прокладываем строчку. И последний срез. На данном этапе у нас собрана косметичка в кольцо. Вот они наши с вами боковые части и нижняя. Так, есть такой нюанс. Когда мы с вами стачиваем в нижней части нашу с вами боковую и заднюю, допустим, или боковую и переднюю часть, начинаем строчку на расстоянии где-то около сантиметра. Для чего нам это нужно? Нам впоследствии вот в этот вот замкнутый контур нужно будет втачивать наш с вами квадрат. И чтобы вот здесь вот было удобно разворачивать, нам нужны здесь раскрытые контуры среза. То есть если бы мы с вами стачали от начала, ну, грубо говоря, от одного конца до другого, да, нам бы здесь пришлось подраспускать строчку. А так мы с вами уже изначально стачали на расстоянии около сантиметра. Можно поменьше взять, 7-8 миллиметров, да, чтобы дыр у нас с вами не оставалось. Так, теперь еще такой нюанс. Здесь
подвысекла шнурок, который входил в кант, да, чтобы не было сильной толщины. И вот здесь вот припуски вверх направила и настрочила, да. Если вы не вставляете сюда цветные канты, допустим, оставите сюда контрастный цвет на глазки, да, в этом нет необходимости. Но припуски тогда нужно направлять наверх, чтобы они вот не попадали под молнию. Так. Ну, сейчас вот намного легче уже застегивается, расстегивается, и ничего никуда не попадает. Здесь с ушками, чтобы ушки у нас смотрели куда нам надо, с изнанки нужно вот этот вот припуск вот так вот сюда направить. Опять же, мы его не можем отстрочить по боку, да, у нас сюда входит молния, припуск сам собой будет ложиться на боковую часть. Нам нужно только вот в месте, где у нас с вами ушки, ручками за подкладку через край закрепить припуск к центральной части. Вот, закреплен припуск, да? И вот припуск ложится, как его выбивает в сторону бока. А здесь мы его закрепили с изнанки. Да, здесь уже к молнии обратно припуск ложится на бок, но вот этот вот участок закреплен, поэтому ушко смотрит туда, куда нам надо. То есть это такой немножко, скажем так, не совсем технологичный прием, но мы с вами повернули ушки, исправили лопоухость нашему коту.